Таз с рыбками. Где-то в районе 50 он у него есть. 1000 рублей за сервис. Лимонницы, хреновницы, горчичницы, икорницы. Есть комплект 47 тысяч. Как же так, а мы все повыбрасывали. Найдете, где зеленую, сразу хватает. Имейте в виду, откуда? Столовое серебро нужно продавать на вес. За ним гоняются. Это действительно большая редкость. Если чашка разобьется, мы точно удостоверимся, что это был старинный китайский фарфор. По матрешкам! Привет! Советская посуда, фарфор СССР сегодня переживает ренессанс, и я подготовила вам мега полезный выпуск, из которого вы узнаете, сколько в наши дни стоит чайный сервиз из серванта вашей бабушки, который вы давно хотели выбросить. На самом деле говорить об истории фарфора Советов можно очень долго. Десятки фабрик, сотни коллекций, клубок невероятных историй, имен и событий. Я попыталась найти вам самую любопытную и полезную информацию по теме. Наливайте бокал, будет здорово, если фарфоровый вашего любимого напитка. Ну и мы начинаем. Советский фарфор – это на самом деле явление потрясающее в том плане, что это абсолютное продолжение фарфора Российской империи. Они просто национализировались, стали принадлежать государству, быстренько переименовались, поменяли им клейма, соответственно, то есть появился серп и молот на клеймах для самого, если начала брать. Причем, если мы обратимся к посуде 20-х годов, с самого начала, то мы практически ее не отличим от дореволюционной, потому что они использовали те же самые формы, те же рисунки, модели, то есть мастера остались. Вот здесь у нас стоит такой пример, вот этот сервиз. Совершенно кузнецовская форма, Да. но это уже, правда, у нас такие начало 40, скорее там 30-е, 40-е. Да, вот эти Там, выпилы, да. это уже. Форма, вот он, чистый кузнецовский бочонок. Это уже 30-е. 30-е. Это 30-е, да, это 30-е, вторая половина 30-х. Самый-самый характерный пример. Вот они, 20-е годы. Кто скажет, что это 20-е? Кто скажет, что это Советский Союз, а не 19 век? Вот, пожалуйста. Вот вербилки. Сколько стоит? Этот весь комплект 23 тысячи. На самом деле недорого. Причина схожести форм проста. С императорских времен сохранилось много белья, неокрашенных заводских заготовок. Их продолжили использовать и после революции. Но, конечно же, постепенно от буржуазных форм попытались отказаться. Так, в начале 20-х годов художникам была дана задача разработать новые очертания. В рабочей группе по реализации этой задумки оказался и Казимир Малевич. В 1923 году он придумал чайник и чашки футуристичных форм. Получашки, считал Малевич, это абсолютно логично. Из чашек же пьют только с одной стороны, поэтому вторую можно отсечь за ненадобностью. И это был фурор, особенно среди зарубежных коллекционеров. Сегодня фарфоровые архитектоны находятся в музеях и частных коллекциях. На официальном сайте Императорского завода современный сервиз из 5 предметов по эскизам Казимира Малевича продается от 55 тысяч рублей. Особое место в истории фарфора СССР занимает агитационный. Этот короткий, но яркий период летописи сложно обойти. И вот здесь у меня, кстати, есть такой уникальный образец. Посмотрите, написано «Общественное питание. Путь к новому быту». Вот такая красота. Кто не работает, тот не ест. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Царствию рабочих крестьян не будет конца. За этими экземплярами в наши дни идет настоящая охота. Встретить их за копейки на блошиных рынках практически невозможно. Скорее на профессиональных аукционах, и стоимость доходит до нескольких миллионов рублей. Справедливости ради стоит отметить, что керамическая агитка – это не ноу-хау большевиков. Агитационный фарфор был придуман еще во времена Великой Французской революции. В стране Советов агитационно-массовое производство началось роскошно на бывшем императорском фарфоровом заводе в Петрограде, до этого обслуживающем исключительно царский двор. Но вот это дулевский агитационный фарфор. Уникальная вещь. Период с 18 по 23 год в деятельности ГФЗ иногда называют чехонским. В эти годы фактически отцом агитфарфора стал ученик Ильи Репина Сергей Чехонин. Осенью 18 года специальной комиссией с одобрения Ленина были отобраны 28 лозунгов для использования во всех видах и жанрах искусства. Интересно, что часть из них – это переработанные цитаты из Евангелия. Лозунг «Царствию рабочих не будет конца»
пришел из Евангелия от Луки, в котором говорится: «И царствию его не будет конца». Популярный лозунг «Кто не работает, тот не ест» родился из послания апостола Павла фессалоникийцам, в котором говорится: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ест». Начав с простых агитационных тарелок, Чехонин сумел вдохновить многих фарфористов. Он привел на ГФЗ художников, ранее не работавших с фарфором – Кузьму Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева, Александра Самохвалова. Также в этот период работали Кандинский, Татлин, Альтман и другие выдающиеся художники. Спустя 10 лет после своего прихода на ГФЗ Чехонин навсегда покинул СССР, выехал в командировку во Францию и остался за границей до конца своих дней. Агитфарфор Василия Кандинского стал послом СССР в буржуазной Европе. Более 90% продукции завода заказывалось для продажи за рубежом. Посуда, расписанная по эскизам Кандинского, отличается изысканным лаконизмом. Разноцветные полосы, круги, прямоугольники и другие геометрические фигуры. Некое продолжение полотен художника. Агитационный фарфор практически сразу после своего появления превратился в предмет коллекционирования, так и не достигнув своей целевой аудитории. Фарфор в Советах производили от Риги до Владивостока. Свои республиканские фабрики были в Грузии, Армении, Белоруссии, Латвии и даже Узбекистане. Интересно, что чуть ли не треть всех предприятий находилась на территории Украины. Где возникали фарфоровые заводы? На местах, где есть вот эта подходящая белая глина, которая позволяет давать вот этот обжиг, черепок. Кстати, такой забавный момент, собственно, атрибуция фарфора, как отличить вот этот настоящий, ну даже вот китайский фарфор, именно что это вот высшее качество по черепку. То есть, чтобы понять 100%, что это прям вот то, что нужно, ну, как бы, что называется, и так видно, все понятно, но вот прям совсем это вот как выглядит скол фарфора, что там должна быть определенная структура такая раковинообразная, такая немножко пористая. Ну, то есть, если чашка разобьется, мы точно удостоверимся, что это был старинный китайский фарфор. Если мы возьмем Ташкент, ну, классика, классический... Такие в Чехане видела. Да, это вот классический хлопковый, по-моему, пахта он называется правильно. Хлопковый узор, чайники, пиалы. До появления Ташкентского завода фарфор в Среднюю Азию ввозился по Великому шелковому пути из Китая. Он так и назывался – Чини, китайский. И только в 1953 году в Ташкенте отстроен первый среднеазиатский фарфоровый завод. Задачей его было обеспечить посудой все 5 республик Средней Азии. Запустить линию помогали лучшие фарфористы со всего Союза. Напишите в комментариях, встречали ли вы фарфор родом из Ташкента. Может быть, он сохранился у вас дома. Есть классическая Грузия. Собственно, вот здесь такой характерный пример. Это даже больше это керамика. Но это не очень старые, Мне кажется, это да, не такие... старые. Я к этому на самом деле подвожу, потому Ну, что... 80-е скорее. Вот позолота. у нас цена 30. Мы на самом деле упираемся в один момент, который всегда очень важен, но многими игнорируется. Это момент вот оформления художественного. Когда форма берется стандартная, а на ней уже происходят какие-то интересные моменты. Есть классические грузинские кувшины, ну знаете их, наверное, вот они высокие, вот с таким скошенным носом, для вина, для воды, вот классика. И обычно они либо с золотой полоской, с красными цветами, ну что-то такое. А к нам однажды приехал с совершенно авангардными оленями. Прям по кругу бегущие олени в таком, вот просто чистый авангард, фактически футуризм. Все, это уже произведение искусства на самом деле, потому что таких нет. Мы его продали, да, причем довольно быстро. Сколько стоил? Вообще кувшин, получается, за 8 тысяч он ушел. При стандартной цене грузинского кувшина 2-3 тысячи. Потрясающе. Здесь есть такая вазочка интересная. Я вот пока не буду говорить цену. Как вы считаете, напишите в комментариях, сколько она стоит. Вот здесь вот есть цена, но я вам пока ее не Я думаю, покажу. можно показать все-таки клеймо, сделать маленькую подсказку, что это тоже Грузия, Тбилиси, но 60-х годов. 60-х годов Тбилиси. То есть достаточно редкая вещь. Но вот честно, Насте нравится. Ей нравятся такие аскетичные формы. Я люблю Мне, минимализм. Ну, как бы не очень. Мне кажется, что
Ну, слишком как-то просто. Березка. Ну, не знаю. Ну, ладно, не буду томить, скажу. Это стоит 7 тысяч рублей, друзья. Вот такая вазочка стоит 7 тысяч рублей. Почему? Дорого достаточно. Редкость, возраст, редкость и вот этот стиль 60-х, два варианта. Либо люди его обожают и гоняются за стилем 60-х, а это как раз геометрия, минимализм, вот эти яркие росчерки цвета. Может быть, просто грузины дороже берут? Просто... Нет, это действительно вопрос... Вот, У нас оператор просто грузин, зовут Константин. Есть заводы, которые делают высококачественный фарфор, те же вот ЛФЗ, Вербилки. А есть заводы, которые делают, ну вот очевидно, что это более простой, такой бытовой, ну вот стоит характернейший пример, вот Прокопьевска. Вот даже видно, что он достаточно... Он симпатичный, это приятные формы, но если мы говорим чисто про фарфор, он толстый, он достаточно тяжелый, допускает завод вот такие вот неровности. Это уже с завода, то есть это с завода, да. Побила вот, судьба. Нет, это с завода. Вот эти вот непрокрасы. Чем старше вещь, естественно, тем она дороже. Один и тот же сервиз мог перевыпускаться, ну, они сейчас могут выпускаться десятилетиями. И у нас есть вот этот вариант, будет 50-х, и это уже больше старина, тут цена уже ползет вверх. А вот этот будет 80-х, это уже попроще. Напишите в комментариях, какой столовый или чайный сервиз советского производства был или есть в вашей семье. А может быть, вы счастливый обладатель дореволюционных экземпляров. Очень любопытно. Сделаем небольшой опрос, поностальгируем. Я лично из своего детства помню дулевскую сирень. Это был полный столовый сервиз с большой супницей. Что-то было еще из Чехословакии, и у мамы до сих пор сохранились тарелки с сосновыми ветками. Вот тот же красный фарфорист, если мы возьмем ранний вариант, то это да, за ним гоняются. Это действительно большая редкость, и это большой ценник, 30 плюс 40 плюс, это действительно вот нормальная цена на сервиз. Если мы возьмем вот 80-е, ну это все-таки массовая простая посуда, она не будет так эксклюзивна. И это неудивительно, ведь производство завода с таким ярким пролетарским названием «Красный фарфорист» – это прямое продолжение Кузнецовской школы фарфора. Интересный момент. Когда делала этот выпуск, замечала на форумах одну и ту же забавную неточность. Красный фарфорист часто ошибочно причисляют к грузинским заводам. Все дело в историческом названии этой фабрики – Грузинский фарфоровый завод, но не грузинский, так как находится он не в Грузии, а в селе Грузино, Новгородской области в России. В 1897 году на правом берегу реки Волхов продолжатель главной фарфоровой династии страны Иван Емельянович Кузнецов построил небольшую фабрику. Привез из Дулева специалистов, набрал крестьян и начал обучать их прикладному искусству. Так завод «Красный фарфорист», а до революции грузинская фарфоро-фаянсовая фабрика выглядит сейчас. Перед опустевшими стенами главного корпуса стоит свежий памятник основателю производства. Я правнук Ивана Емельяновича Кузнецова. Знакомьтесь, Борис Александрович Кузнецов, прямой потомок главной фарфоровой династии страны, член-корреспондент Академии естественных наук, часть жизни посвятил испытаниям космических аппаратов, другую часть – агронаукам, а сейчас в свои 75 занимается домом, садом в деревне на юге Подмосковья. Иван Емельянович был не бедный. У него была Волховская фабрика, дальше была Бронницкая фабрика Новгородской губернии, Грузинская фабрика, 3 кирпичных завода, 29 пароходов. В 17 году Временное правительство к нему обратилось: дайте вашу посуду, мы продадим и купим продовольствие на всю Новгородскую губернию. Ну, там еще спичечник Лапшин был такой. Он тоже добавил деньги, и вот купили. А в 18-м Иван Емельянович решил приехать на грузинскую фабрику. В это же время на заводе красноармейцы забирали последние складские запасы. Возник конфликт. Ивана Емельяновича отвели в сторону, расстреляли. Ну, видят, что рабочие его любят. И чтобы его не похоронили по-христиански, труп бросили в реку. Волхов. Волхов.
Сейчас Борис Александрович по мере возможностей реставрирует храм, заложенный прадедом в родном селе, заканчивает 3-ю книгу о фамильном деле, в которой будут собраны клейма всех кузнецовских фабрик за все время существования. Еще до революции Кузнецовы подняли вопрос перед царским двором. Ну сколько еще китайцы, допустим, немцы, англичане будут возить свою посуду? Мы не можем развиваться. Если бы не было революции, кузнецовский фарфор ведь заполонил бы весь мир. Фарфоровая империя Кузнецовых, конечно же, требует отдельного повествования. На начало 20 века эта династия фактически была монополистами, не только основав с нуля, но и выкупив многие мануфактуры по России. У Гарднера купив старейший завод в селе Вербилки, у Айрбаха завод в селе Кузнецово. Это тот, чья продукция в СССР носила клеймо ЗИГ. У купцов Корякина и Рахманова был выкуплен завод в Рыбинске. При Союзе это Первомайский или Песочная. У Рейхеля в селе Броница, вы знаете его как пролетарий. Поэтому подавляющее большинство потребителей в советское время и тем более сейчас даже не представляют, что эти дешевые невзрачные тарелки того же Песочного или Зика на самом деле прикосновение к большой истории. А теперь к агашкам. Привлекая местных крестьян для работы на фабрике в Дулево, Кузнецовы не старались всех их обучить высокому мастерству живописцев. Спрос на дешевую продукцию среди простого населения возрастал. Нужно было делать красиво, недорого и много. Поэтому художницы-крестьянки с популярным в то время именем Агафья лихо выписывали прямо пальцем пышные розаны по фарфору, сами того не понимая, создавая один из символов русского фарфора – розу-агашку. Антиквариат, весь антиквариат – это всегда безумно дорого. Я думаю, все, кто с ним никогда вживую не сталкивался, они действительно будут, действительно так думают, что это какие-то миллионы, десятки тысяч. На самом деле нет, спокойно можно купить дореволюционный предмет за 2-3 тысячи рублей. Вот такой вариант. Вот он. То есть, то есть это нуждается в реставрации. Тут есть ценник, кстати. Как это влияет, кстати, 3800? Нет, чашечка с блюдцем. Да. Целая была бы, где-то раза примерно в 2,5-3 дороже. После реставрации будет поднята цена? Цена будет поднята, но не очень сильно. Это тоже Кузнецов. Но тут, правда, у нас нет клейма. Такое часто Кузнецов бывает. А это не фарфор, это фаянс. То есть если взять его в руки, он более пористый. Он более тяжелый, он погрубее, он плотный, но при этом у него вот эта сама структура, он как будто бы мягкий. Но его мало в таком хорошем состоянии и мало достаточно вот этого высшего сорта фаянса, опака. Вот это то, что ценится очень-очень высоко, вот этого как раз действительно немного, просто в силу вообще сохранности. Так что если вдруг вам попалась нежнейшая буржуазная чайная пара, но с клеймами серпов и вымпелов, значит, скорее всего, в ваших руках настоящее сокровище переходного периода 20-30-х годов. Мы продолжим исследовать тему фарфорового производства Советов в следующем выпуске. Сразу начнем с 30-х. Вторая часть обещает быть огненной. Мы пробежимся по самым популярным коллекциям послевоенного времени, как раз тем, которые сохранились у большинства в сервантах. Подробнее поговорим о ценах, о вложениях в фарфор. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Спасибо всем, кто становится спонсорами канала. Вы помогаете нам в развитии. Если вам понравился этот выпуск, поделитесь им в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи!